Всем привет, мои хорошие! С вами Юлия Батталова. Сейчас я собираюсь к нотариусу, потом хочу записаться к зубному. Кстати, я проживаю в Турции и веду блог о жизни в Турции. Что вообще происходит в моей жизни, рассказываю, с чем сталкиваюсь. Кто на канале впервые, не забудьте подписаться на канал. И погнали! Я, друзья, езжу обычно на вот таком вот велосипеде, и это самое то, чтобы ездить в Турции куда-то, вот, не тратить денег, чисто электричество и все. Заряжаешь один раз в неделю и езди спокойно куда угодно. Иду обратно домой, иду за очками, потому что иногда вот так прям слепит, что дорогу даже не видишь. И думаю, блин, я же не рассказала ничего, кто вот на канале впервые, где мы живем, да? И вот возможность поговорить с вами. Живем мы в Мерсине, провинция Мерсина. Это город Силивке. Он расположен где-то 2-2,5 километра от 2-2,5 часа езды от города Газипаши, ну, Алания, может быть, знаете. Вот, единственное, чтобы доехать до Газипаши, Алании, там вот, в общем, серпантинистая такая дорога, и нас вечно укачивает, друзья. Живем мы, друзья, в съемной квартире, но привезли свою мебель из Газипаши. Вот мои очки, кстати. И поэтому, кстати, нужно сделать новый ролик, рассказать вам, за сколько мы здесь снимаем квартиру. А почему, собственно, я говорю вам по поводу Газипаши Алании? Потому что скоро состоится поездка. Мы поедем, дай бог, в отель. И мы как бы часто ездим в отель. На канале вы можете посмотреть видеоролики касаемо отеля, где мы были до этого, и я обязательно сделаю обзоры новых отелей. Чем же, друзья, я занимаюсь? Я занимаюсь ютубом, я занимаюсь атами, я занимаюсь тем, что снимаю вам, рассказываю обо всем и занимаюсь детьми. У меня 3 детей, друзья. И муж у меня работает здесь в Аккую, электростанция, короче, вот. Но пока они только строят еще ее, она еще не готова. В общем, друзья, решила с вами прогуляться по набережной вдоль реки Гёксу. Давно мы здесь с вами не гуляли. Вот, направляюсь я к нотариусу. Мне нужно кое-что узнать по цене, сколько будет стоить. Сходить в пару нотариусам, чтобы по ценам уточнить, у кого сколько. Вот. Велосипед я оставила возле кафешки одной, потому что на ту сторону обычно я на велосипеде не езжу, там очень тесно и легко попасть в аварию даже на велосипеде. Ну и прогуляться хочется с вами, немножко вам показать именно вот эти вот улицы. Здесь очень много кофейн по правую сторону. Вот, кафешек всяких. Здесь люди сидят, пиво пьют даже. Кто-то играет за столом в турецкие игры всякие настольные. Вот. Здесь можно прогуливаться. Здесь вот речка протекает. Вот здесь вот. Смотрите, какого цвета она. Необычного. И утки. Гуси, в общем, плавают. Ну, в общем, живности полно. Смотрите, какие растения. Вот. Недавно только, кстати, мы здесь гуляли. Все так цвело. Похоже, все уже отцвело. И уже такое лето-лето в Турции началось. Вот так вот сидят люди, здесь играют. Кто-то завтракает. Вот. Ну, а мне надо на ту сторону перейти этой реки. Здесь мы вечерами еще и иногда бывает с мужем выходим, кофе пьем. Вот в этих кафешках. Кофе, кстати, вкусное, недорогое. Ну, как недорогое, вот если брать латте,
то в пределах 100 лир можно найти вкусное кофе. У меня, кстати, недавно отключили телефон мой, то есть заблокировали слот на телефоне. У меня iPhone 11 и один только слот всего лишь. Был бы второй, можно было бы переставить симку. Вот. Но, к сожалению, это не так. И я теперь с собой беру телефон детский, который мы уже отдали вроде детям. Они постоянно на нем там телефон, мультики смотрят, играют. То есть он уже вот такой вот убитый весь, разбитый. Но он турецкий. Вот. И поэтому он не блокируется. Я его беру вместо модема, раздаю интернет и могу ходить с интернетом уже в других местах, кроме дома, помимо дома, находиться с интернетом. Вот. К сожалению, здесь есть такой закон, что по пребыванию вроде 180 дней в Турции телефон, слот именно блокируется. Вот. С работы мужа как раз можно было один телефон поставить на учет, ну, чтобы не заблокировали. И мы скинули телефон сына старшего, потому что у него более такой новый iPhone 13. И то, что как бы мы понимали, что этот телефон еще мы не будем менять, ну а наши уже можно поменять. Поэтому мы дали вот его телефон. Как раз сейчас собираемся покупать мужу телефон, потом уже мне. Вот. Я тоже хочу себе уже iPhone поновее. Вот. И когда два телефона, работать даже легче. Да, именно когда снимаешь, нужен еще один телефон, который был бы под рукой. Это было бы идеально. Если здесь покупать в Турции, то его и не заблокируют. Вот такой вот мостик, смотрите. Друзья, вот этот мост надо перейти. Мост такой, немножко, когда идешь, чувствуешь вибрацию, и тяжело идти, качает. Иногда после этого моста, когда уже вышел на дорогу нормально, все еще вот этот эффект вибрации остается. На канале подписчики не только, которые подписаны на канал, есть зрители, которые не подписаны на канал. Друзья, подписывайтесь. Кому скучно, можете отписываться, можете уходить. То есть здесь никто насильно никого не держит. Каждый человек вправе выбирать, что он хочет смотреть, что ему интересно. Вот. И вообще, как бы, наверное, это выбор каждого. И никто никого не заставляет, друзья. Конечно же, то, что мне интересно, может быть, вам не интересно. А то, что вам интересно, не может мне не интересно быть. Поэтому это нормально, друзья. Смотрите, какая улочка красивая. Такая чисто турецкая улочка. Друзья, еще одна улица красивая. На этой стороне реки тоже очень красиво, друзья. Я уже сходила к нотариусу. Смотрите, тут кафешка есть. Люди сидят, чай пьют. Вот. В общем, у нотариусов очень много народу. Я уточнила, что мне было интересно, и сейчас я отправляюсь в стоматологию. Стоматология вот здесь вот в центре города находится. В отличие от государственной клиники, она, в принципе, недалеко. Снова пройдем, друзья, этот мост. Заметила, что очень много появилось тут почему-то немцев. Не знаю. Видать, приехали, может быть, посмотреть на экскурсию. Возможно, кто-то здесь даже живет. Вот. Тут стоит прям, рыбу ловит человек. Вообще, первое время, когда я только переехала в Турцию, я не могла себе позволить ходить без кепки, что-то там
В общем, мне было жарко как-то. Сейчас я уже привыкла, хожу без кепки. Ну, конечно же, не загораю, да, без кепки, не лежу без головного убора. В любом случае нельзя загорать. Вот, ну, вот такая разница уже чувствуется. Вот, и вообще вот так вот ходить, чтобы в городе одной, без мужа, я не могла вообще первый год. И мне казалось, что я потеряюсь, и мне казалось, что как это так вообще можно в чужой стране, там, ну, вот у меня такие тоже были в голове. Сейчас, когда ты что-то делаешь, вот эти вот, то есть ты делаешь то, чего ты боишься, вот эти ограничения, страхи, они сами по себе стираются, уходят, друзья. Вот. Это для тех, кому все вот это интересно. Кому скучно, уходите вообще с канала. Никого не держим, никого не держу лично, никого не заставляю смотреть. Но то, что комментарии пишут, спасибо. Все комментарии, это для моего канала хорошо, мой канал развивается за счет ваших комментариев. Вот, так что побольше можете написать, а потом уже уходить. Сейчас планирую записаться. Я думаю, что, наверное, без записи меня не впустят к стоматологу. Сначала запишусь, а потом уже пойду домой. И на следующий день уже по записи приду. Вот, но у нас, по крайней мере, в Газипаше было так. Кто не в курсе, в Газипаше мы прожили 1,5 года. Здесь мы живем полгода. И все равно есть какая-то вот разница. Вот, допустим, там семейный врач записывал на УЗИ, если, допустим, да. А здесь нужно самой ехать, записываться. И я вот когда спрашивала у семейного врача, типа, записываете ли вы? Он мне сказал, нет, мы не записываем, это вам нужно именно вот идти самому. Вот. Вот. Я немножко потерялась, где эта больница, вроде вот здесь вот должна быть. Да, вот она. Надо мне дорогу, получается, перейти. Сейчас. Семечки готовят. Вот там вот переход должен быть. Сейчас я перейду дорогу. И уже, наверное, в больнице не буду снимать, так как здесь нельзя в государственных учреждениях снимать. Быстренько только снаружи покажу. Смотрите. Ağız ve diş sağlığı merkezi написано. Селевки Devlet Hastanesi. Вот. Сейчас я туда пойду. Так, ну что, друзья, и снова у нас облом. И снова вот такая вот разница. Я сюда пришла. Мне говорят, что только через телефон 182 можно записываться. Ну, либо по приложению. Приложение, как бы, оно у меня есть. Но я думала, лично возьму, поговорю на ближайшее время. Она, правда, меня записала к дежурному, но я не хочу дежурному, потому что я понимаю, что дежурный, он быстро посмотрит, потому что народу много. Вот. Ну, это кто, если прям срочно у кого какие-то прям, ну, не знаю, может быть, зуб надо удалить, ну, типа того, короче. Поэтому я не стала сейчас ждать. Сейчас поеду домой. Сегодня я еще не завтракала. Вечно у меня. То есть не обедала. И, друзья, зашла я в Мигрос. Хочу что-нибудь купить к чаю. Давно я сладостей не ела. И смотрите, Милка 50, да? В обычных сетевых она 30 с чем-то стоит. Вот опять Милка, да, 125. Вечно на такие вот нам известные продукты здесь очень цена дорогая. Я хочу что-то вредное, друзья. Смотрите, Сникерс. Наверное, я куплю, потому что я так соскучилась по таким всяким вкусняшкам. Так, и хочу какие-нибудь орешки в шоколаде. Кстати, вот спрашивали, сколько стоят орехи в шоколаде. Так, это вот что? Вот фастекле дрожжи, по сути ореховое дрожжи написано, 48 лир стоит.
за 35 есть. Ну, вот, допустим, да, есть за 54 орехи в шоколаде. Так, ну и, наверное, ну, вот здесь по 35 есть. Есть разные. Вот, смотрите, есть вот такие вот. Здесь идет фисташки 41 лира. Но это точно не это. Видать, неправильно поставили. Но вот такие вот цены, друзья, здесь в Мигросе. Потому что у меня есть подписчиков. Кто-то спрашивал. И вот как раз я засняла, друзья, для вас. И вообще я снимаю для своих любимых подписчиков, которые у меня какие-то вопросы задают, что-то спрашивают, и я часто все это показываю. Вот, так что кто на канале впервые и зашел и говорит, что скучно на канале, ну, значит, вы не моя аудитория, и прошу пожаловать на выход, как говорится. Я к вам не прихожу домой в гости и не говорю, что ой, что-то мне у вас тут скучно. Вот, это типа того, знаете. Пришел, значит, натоптал еще и ушел. А вот обычно таким поджопники дают за такое поведение. Вот, так что таких я не жду на своем канале. Я для своей аудитории, которая уже меня смотрит, наверное, около года, снимаю видеоролики. И кому скучно, я не знаю, ищите какой-то другой канал, может быть, какими-то экстремальными всякими идеями. Вы переходите, пожалуйста, туда. Кофе сейчас посмотрим с вами. Монарх Голд 107 лир. У меня недавно муж в сетевом купил вот этот Монарх за 83 лиры со скидочкой. И нет, подождите, нет, этот вообще купил за 60 с чем-то. Я вот про Якобс говорю. Вот такой вот Монарх Голд. Кронат Голд говорю. Вот, потому что Монарх Голд, он дешевле стоит в таком пакетике. Вот, тут даже есть Starbucks, смотрите, по 299 лир. Есть чаи, кстати, вот мы покупаем обычно всегда ада чай берем, с ромашкой берем. Вот ада чай 44 лиры, то есть разные чаи. Вот, и Липтон Эрл Грей, мой любимый чай, так и остается с бергамотом. Куплю сейчас хлеб и пойду домой. Смотрите, какие подушечки продают. Поджопники. Ну, чтобы под жопу поставить. Да. Смотрите, какие красивые. Вот. Еще пить хочется. Прям сушняк. Прогулялась сейчас. Кстати, вот так и не попробовала я вот этот сыр. Вот этот вот. Интересно, вкусный? Нет? Напишите, пожалуйста. Так, и вот такой салат я, конечно, люблю очень сильно. Ну, давайте посмотрим, что тут в составе. Так, смотрите. Содиум бензонат. Потасиум сорбат. Ну, вот зачем? Понимаю, конечно, зачем. Чтобы не портилось. Но, блин, это же настолько вредно. Ну что, друзья, пришла домой я, значит, сижу, чай пью, звоню параллельно, думаю сейчас записаться. В итоге мне говорят, что ваш, говорит, номер телефона, типа, не зарегистрирован в системе, что-то такое, короче. У меня, считай, симка мужа, я, с которой раньше, ну, на себя, которая оформила сим-карту, она у меня невыгодная, поэтому я ее как бы поменяла. Вот, и я так понимаю, теперь мне нужна обратно симка, моя симка, чтобы зарегистрироваться. Вот. В общем, какая-то вот такая вот билиберда происходит, я не могу попасть в государственную, получается. Ну, то есть не попасть, я могу сходить. Я не могу через телефон записаться, я не могу через
приложение записаться. В приложение тоже заходила, не получается зайти. Номер телефона, короче, просит мой. Вот. Такая вот фигня. И вот эти вот моменты, которые придумали люди, да, для того, чтобы было удобно работать с людьми, в итоге они только людям и мешают, если честно. Вот зачем такие вообще какие-то ограничения придумывать, да, вот реально, даже вот элементарно деньги придуманы, да, для людей, чтобы было удобно какой-то там вот это вот продавать что-то, покупать что-то там, ну, то есть вот этот вот обмен вести, то есть деньги придумали. В итоге эти деньги, в итоге людям мешают жить, у многих денег нету, жить не могут по-нормальному. Короче, вот это вот всякие вот эти государственные штучки, они меня так раздражают, честно. Вот настолько раздражают, просто вот по всему миру это так. Куда бы ты не уехал, везде оно так. Везде приходится... Я помню, в школе учиться не любила 10-11 класс. Когда уже поняла, как бы дошло до меня то, что это все, вот, система вот эта придумана, чтобы из людей делать рабов. Сначала-то я училась на пятерке, я была отличницей. Вот, и у меня до 9 класса все пятерки, вообще как бы четверок нету. Но поведение было всегда 2. Вот, так как поведение не выставляется, так что у меня все оценки были пятерками в годовые. Ну, не только годовые, и четвертные тоже, все оценки пятерки. Я на идеальной, в общем, я была отличницей, да. Вот, но 10-11 класс я очнулась и поняла, что что-то здесь не так. Вот. Ну, это мое восприятие, я никому не навязываю, еще раз говорю. Но вот эти государственные штуки меня прям раздражают. Это и есть ограничения, я не люблю эти ограничения с детства, я люблю свободу. Поэтому я выбрала все-таки работу вот такую удаленную, чтобы не надо было мне от звонка до звонка. Вот, я помню, первая работа моя, я работала плановиком на заводе автомобильном, где производят КАМАЗы. Вот, и я оттуда убежала просто, я поработала, конечно, немножко, вот, и я поняла, что вот эта вот система, где ты там пикаешь, как она называется, тебе дают пропуском. Это точно не для меня, друзья. Это вообще какая-то, я не знаю, какое-то насилие над людьми, я думаю. Вот, так что вот такие вот дела, вот такие вот у меня будни, друзья. Так что кому скучно, я не знаю, в цирк идите. Может быть, там веселее. У нас, извините меня, это будни, это настоящая жизнь. Вот с чем сталкиваемся, то и показываю. Вот. А все остальное, пожалуйста, можете в цирке посмотреть, там свое недовольство, где-то там, может быть, сходите к психологу на консультацию, там можете свои недовольствия, хотя комментарии пишите. Мне комментарии нужны, это для меня, наоборот, хорошо. Спасибо большое, что комментарии пишете. И всего вам хорошего и доброго. Я вас всех очень сильно люблю, особенно хейтеров. Почему я люблю хейтеров? Потому что их недолюбили. Я всегда об этом говорю. Вот, когда тебя недолюбили, ты ищешь на стороне что-то, чего не хватает у тебя в душе. И поэтому я вас очень-очень-очень-очень сильно люблю. Пишите больше комментариев. Всем желаю счастья. Всем желаю радости, друзья. И кто меня смотрит уже давно, особенно вам, я желаю мирного неба над головой, друзья, счастья, радости. Я очень люблю свою аудиторию, которую я уже, наверное, год, для которой я рассказываю все, на которой я вещаю уже около года. Вот, я вас люблю, спасибо, что вы остаетесь со мной, вы самые лучшие. И всем пока-пока!